Приветствую всех на своем канале Магия с картами Таро. Меня зовут Валентина, и я делаю для вас расклады на картах Таро на отношения и не только. Ребят, ну что, как и обещала, второй расклад, и расклад не на отношения. Давайте сегодня посмотрим другую сторону вашей жизни. Не отношения, не про нее, будет она там что-то делать, не будет. А давайте посмотрим вашу финансовую сферу, работу, деньги, возможности. Потому что когда у мужчины начинает выравниваться финансовая сфера, то в целом меняется его мировоззрение и вообще в целом меняется его жизнь. Вот. Ну что, давайте приступать к раскладу. Сегодня работаю на одной колоде. Расклад может выглядеть немножечко по-другому, чем вы привыкли. Но начнем с сигнификатора, и сейчас будем смотреть, кто вы, что вы из себя представляете, что мне покажут, может быть, откроют, что сейчас у вас с финансами происходит. Я не загадываю, просто прошу сигнификатор мужчины, который смотрит этот расклад. Но если каким-то образом на этот расклад попала женщина, потому что все-таки финансовая сфера, она для всех, пожалуйста, прошу переворачивать. Я говорю, допустим, он, вы понимаете, что я говорю она. Да, вот так вот. Такую еще поправочку сделаю. Также, ребята, как обычно напоминаю, что онлайн-расклад это не личный расклад. И некоторые моменты могут не резонировать, не проигрываться. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что тут я всегда вас прошу это помнить. Вот. И расклад работает на момент, когда вы его открыли. И также, еще раз повторюсь, я хочу не только на отношения смотреть, а и другие разные сферы. Потому что вот так. Надеюсь, вам это зайдет. Пишите в комментариях, что вы думаете. Итак, кто сегодня ко мне пришел? Покажите мне персонажа, мужчину. Что вы из себя представляете? Так, смотрим. Кто вы? Ну, смотрите, вы нацелены на уход к новым берегам. Может быть, строите какую-то новую линию поведения для себя сейчас. Очень часто мне на раскладах показывают, что мужчина прошел или сейчас находится в моменте трансформации. И вот тут идет подтверждение, что вы собрались в новое, вы идете к новым берегам. Может быть, у вас в плане работы намечается какая-то новая работа, да, вы хотите поменять там то, чем вы занимались. Смотрите, как у нас тут интересно на карте. Если вам видно, вот тут вот пожар на одном берегу, и персонаж летит в другую сторону, к новому берегу, где все тихо и спокойно. Ну, опять же, у кого-то действительно могла произойти некая такая ситуация на работе, где вы понимаете, все, я больше не хочу здесь работать, нужно что-то новое. Так, сигнификатор мужчины, пожалуйста, мне дайте. Так, ну смотрите, здесь есть в вашей голове все-таки есть какая-то женщина. Ой, ну я не хочу сейчас про женщину, просто скажу, что многие из вас, смотрите, те, кто до сих пор вот цепляется за старое, да, за старую вот эту мадаму, на которую мы каждый день смотрим, пока что вот она у вас есть в голове. Могут такие мысли быть, что а вот я сейчас начну что-то новое, а вдруг она там оценит и поймет и так далее. Но также, смотрите, мне также здесь карта указывает на то, что вы можете находиться в поиске уже настоящей императрицы. Вот, закрыли дверь в прошлое, идете к новым берегам, кто-то мог войти в какие-то новые отношения, и вы сейчас думаете, подходит ли эта женщина для создания стабильных семей и так далее. В принципе, у вас есть много... Кто-то из вас научился любить себя, да, научился немножечко включать вот этого кайфажора. Ну, я не говорю, что это плохо, но в конце концов вы сейчас хотите получать какое-то эмоциональное удовлетворение от того, что вы делаете дальше в вашей жизни. Так, еще мне сигнификатор, пожалуйста, покажите мужчин. Смотрите, вы сейчас готовы идти в развитие, не сидеть на месте, может быть, загорелись каким-то новым проектом. Опять же, кто-то может находиться в поиске новой работы, дополнительного заработка. Но тут мужчина не тот, который опустил руки и сидит в какой-то депрессии, а именно тот, который готов к новым начинаниям, к новым отношениям, к чему-то
какие-то новые стремления. Ну, вот так показывает жезловый король. Это тот человек, который загорается новыми идеями. И, в принципе, он доводит дело до конца. Это не рыцарь жезлов, который загорается и куда-то там проскочил мимо цели, загорелся новой цели. Нет, вы тут поставили для себя какую-то... Ну, даже если вернуть вот эту даму обратно, то вы могли загореться вот этой целью. Кто-то хочет новых отношений, кто-то хочет новую работу. Кстати, карта императрицы, это у нас также указывает на плодородие. У кого-то может быть новый проект, который вы считаете принесет вам финансовую самодостаточность. Вот так вот. Либо какие-то плоды. Так, что еще по сигнификатору мне скажут? Разбитое сердце. Ребят, ну, наверное, многие из вас все-таки еще находятся с разбитым сердцем. Да, может быть, не отпустили прошлые отношения. Вот воспоминания о вот этой бывшей, которая была в вашем поле долгое время, все-таки еще немножечко может вас как-то, ну, вызывать неприятные воспоминания. Вот так вот я скажу. Вот. Смотрите, если на финансовую сферу мы будем брать эту карту, кто-то мог реально потерять работу, и сейчас мысли заняты, а как изменить свою финансовую ситуацию, потому что, во-первых, старая работа не приносит сатисфакции, либо там мало денег платят, либо сокращения идут, вот такие моменты. Так, какой еще тут у нас сигнификатор? Колесо фортуны. Слушайте, ну вы готовы, наверное, сами уже крутануть это колесо фортуны. Если особенно у кого-то была тяжелая ситуация, вы, может быть, надеетесь, что сейчас все изменится. Сейчас ситуация наладится, и вы получите то, что вы справедливо заслуживаете. Также, ребята, кто-то из вас может работать, карта юстиции, кто-то, может, работает в органах, кто-то там адвокатом, либо у кого-то есть мысли обратиться, допустим, в суд. Может, кто-то из вас собрался там судиться, может, кто-то, опять же, на грани развода с бывшей. Вот такие вот моменты. Ребят, вот такой сегодня сигнификатор. Ну, если вы чувствуете, что я рассказываю про вас, если что-то, хотя бы 60% из сигнификатора резонирует, то слушайте дальше. Я думаю, все равно какие-то подсказки в раскладе вы для себя услышите. Итак, я говорила, что сегодня буду вести расклад немножечко не так, как обычно. Поэтому имейте это в виду. Я просто хочу глубже копаться, и мне нужна полная колода, чтобы полностью для вас как можно глубже покопаться в этой финансовой сфере. Обычно я таким образом и работаю в личных раскладах. Ну, короче, не суть важно. Ладно, поехали. Давайте посмотрим все-таки, что у вас сейчас происходит с финансами. Что сейчас происходит с финансами у тех людей, которые смотрят этот расклад. Что же все-таки сейчас у вас происходит с финансами? Покажите мне, пожалуйста. Слушайте, ну вот финансы не совсем поют романсы, но у вас какой-то застой. И смотрите, у нас опять вот идет вот эта шестерка жезлов. Вы четко понимаете, что надо что-то менять. Может быть, вас вполне и устраивает эта ситуация, но вам хочется роста, да? Допустим, вы уже хорошо зарабатываете, но вы понимаете, что у вас есть потенциал заработать больше. Также может быть такое, что вы как-то вот, ну, знаете, сидите вот в этом своем болоте и размышляете, а стоит ли что-то менять или остаться в том, что есть. Но для, наверное, большего из вас тут посыл такой, что болото надоело, надо что-то делать. Вот посмотрим. Посмотрим подсказки, посмотрим, на что стоит обратить внимание. Вот такие моменты сегодня будем рассматривать. Итак, тут Верховная Жрица. Ну, во-первых, я очень часто читаю эту карту, что это, понимаете, это неизвестность, да? Может быть, кто-то из вас и боится вылезти из этого болота, пойти в новое. Почему эта карта у нас здесь все-таки на подсознании вышла? Ситуация там в мире, на работе может не способствовать тому, что для тех, у кого сейчас более-менее все комфортно, вот так вот, ну, ни туда, ни сюда, думаете, а стоит ли что-то менять, потому что дальше неизвестность. Ну, допустим, вы работаете на дядю и вдруг решили открыть свой бизнес. Тут могут быть мысли о том, а вообще выгорит ли это дело. Вот что меня ждет дальше. Так, что происходит с финансами? Есть планы.
планы есть, но, опять же, вы как-то тормозите пока что в своей реализации. Ну, в принципе, ну, давайте еще пару карт достану. Что еще? Давайте покажите мне, что еще с финансами происходит у мужчины. Кто-то может висеть на выборе. У кого-то сейчас, кстати, довольно-таки судьбоносный такой решающий момент. Как я уже и сказала, вот, допустим, оставаться работать на дядю или открывать свое дело. Либо идти в какой-то новый проект, делать ли какие-то инвестиции. Очень значимая ситуация, и вы вот эти мысли в голове гоняете и можете себя немножечко тормозить. Но опять же, идти на новую работу или не идти. Ситуация значимая и, ну как, все, не буду, ладно, повторюсь. Вы висите на выборе идти в новое или остаться вот в этом своем, ну, таком, может быть, и где-то уютном болотце. Я понимаю, что меня могут смотреть мужчины, которые потеряли работу. Ну, тогда, да, у вас выбор-то тут небольшой. В плане того, сидеть на пятой точке ровно или идти на какую-то работу. Но тут также может быть выбор, а какую из. Допустим, у вас есть какое-то предложение, да, вы могли сходить, допустим, на собеседование, но что-то вас могло останавливать. Такие моменты проскакивают. У вас какой-то выбор в голове, вы крутите эти мысли. Итак, все-таки что с финансами происходит? Ну, тут двойка кубков. Наверное, мысли о будущем. Хотите работу, которая вас будет наполнять не только материально, но и эмоционально. Знаете, чтобы не выматываться на работе, а все-таки, как я уже и сказала, получать какую-то сатисфакцию от своего труда. Вот так вот. Вот такой сегодня сигнификатор на вас. Что происходит с финансами? Ну, едем дальше. Какие процессы уже начинают разворачиваться в вашей финансовой сфере? Давайте посмотрим. Какие процессы уже начинают разворачиваться в вашем поле, в вашей финансовой сфере? Может быть, то, что вы еще не замечаете, что вот еще на подходе, да, что, ребят, император, ну, тут... Во-первых, эта карта связана с недвижимостью. Те, кто работает с недвижимостью, вообще очень хорошая подсказка, у вас все получится. Вот. Те, кто планирует идти, допустим, там работать с недвижимостью, тоже подсказка, что да, все срастется, как вам бы хотелось. Итак, какие процессы уже начинают разворачиваться в финансовой сфере? Какие процессы уже начинают разворачиваться в финансовой сфере? Ох, ребята, дьявол, это, конечно, это большие деньги, но это и большие соблазны. У вас могут быть переговоры, вас могут, знаете, может кто-то... Ну, опять же, можете вести какие-то переговоры по интернету и так далее. Могут быть предложения вложиться во что-то, и вы много об этом думаете. Либо вот будут такие предложения по работе. Ну, кто не работает там с, скажем, биржами или еще с чем-то. Вот по миру должно прилететь какое-то соблазнительное предложение. Так, и что? Покажите мне, что же с этим предложением. Но будьте аккуратны. Будет, есть хорошая такая английская фраза. If it's too good to be true, it probably is. Да? Если что-то звучит очень хорошо, лучше, чем оно есть на самом деле, то, может быть, так оно и есть, да, что только на словах это хорошо, поэтому имейте это в виду. Тут даже идет как небольшая подсказка, вот что начинает разворачиваться. Поступит какое-то предложение, но можете попасть в некую кабалу. Вот, тут все-таки идут ограничения по восьмерке мечей. Не то чтобы нету выхода из этих потом ограничений, но может будет сложно это сделать. Поэтому опасайтесь тех, кто приходят вам с какими-то предложениями, а вы понимаете умом, что что-то здесь не так. Да, вот таким вот образом сейчас карты это показывают. Но в целом 15-й аркан на финансы – это большие деньги. Смотрите, у кого-то, допустим, кто сейчас сидит без работы вообще, может прилететь предложение с довольно нормальной зарплатой, которая поможет вам выйти из вот этих ваших ограничений, да, и прийти к десятке пентаклей. Так что я скажу просто, это даже и не совет, а вот я скажу так. Прежде чем соглашаться, пожалуйста, включайте весь свой интеллект,
и все хорошо анализируйте. Есть, конечно, у нас такая поговорка: кто не рискует, тот не пьет шампанского, но все равно, я говорю, всегда подключайте свою интуицию. Вот, допустим, если надо какие-то бумаги подписывать, ну, проверьте, чтобы, если вы даже идете на вот это, на этот какой-то, на эту вот сделку, смотрите, чтобы вас не поставили потом какие-то ограничения. Шанс будет заработать большие деньги. Десятка пентаклей, вы выходите в хороший финансовый рост. Но вам придется приложить все свои мысленные процессы, чтобы, если что, вдруг увидеть некий подвох. Так что вот так вот. Хорошо, давайте посмотрим такой вопрос. А что сейчас мешает вашему росту дохода? Да? Что сейчас мешает росту дохода? Тех, кто смотрит этот расклад, что вам сейчас, блин, прошу, дамочка какая-то мешает. Выкидывайте королеву жезлов из вашей головы и занимайтесь своей работой. В всяком, ну так, вы знаете, кто не первый день со мной на канале, вы знаете, что я люблю иногда пошутить, немножечко с сарказмом, так что, ну, вот такая вот Валя. Так, что сейчас больше всего мешает росту дохода? Что сейчас больше всего мешает росту вашего дохода? Что сейчас больше всего вам мешает? Слушайте, по-моему, ничего вам не мешает. Я вам скажу так, вам мешает ваши... Я извиняюсь, но вам мешает ваше собственное негативное мышление. Башня, которая есть у вас в голове. Да, смотрите, тут идет туз пентаклей. Что вам мешает? Как бы вам высшие силы дают тузы пентаклей. Может быть, вы их просто не замечаете. Вот. Мне не хочется говорить, что вам мешает то, что у вас нету туза пентаклей. Ну нет, я вам скажу так. Раньше, когда на финансы выходил туз пентаклей, расклад вообще заканчивали. Говорили: так, все, у вас все будет хорошо, вам идет дар небес, вы получите все, что хотите. Ну, я бы расклад закончила, но я все-таки хочу посмотреть еще вопросы, на что стоит обратить внимание, ну и так далее. Вот какие возможности будут появляться рядом. Вот такие вопросы еще хочу задать. Так что пока что смотрим дальше. Но что сейчас мешает росту дохода? Именно ваши негативные какие-то мысли о том, что вот, ничего не получается, мне не дают никакие там выходы из сложившейся ситуации. Да нет, высшие силы, ну если еще не дали, то это все на пороге. Вот. Так, что сейчас все-таки мешает вашему росту дохода? Ай, Пашкубков. Пашкубков — это про какие-то коммуникации, да. Может быть, также, если у кого есть дети, ваши мысли могут быть, ну, заняты, допустим, вот у нас же все-таки канал про отношения тоже, да, что, допустим, кто там на грани развода, бывшая, может, не дает видеться с детьми и так далее. Ну, вот такие моменты. Что мешает вашему росту дохода? Рыцарь мечей. Рыцарь мечей. Вы понимаете, мне все к этой вот привязывается к вот этой башне, что ваше вот какое-то не совсем вы злитесь, да, ну вот что-то у вас не получилось, да, могла быть такая ситуация, что вы считали, что вот оно, сейчас иду на новую работу, потом что-то пошло не так по коммуникациям, и вы как-то вот обозлились. Ну вот так. Вообще, что мешает? Кстати, ваш острый язык может мешать росту дохода. Да? Если вы там неудачно шутите со своим менеджером, либо со своими какими-то клиентами, вот это тоже может мешать. Да? Вам говорят, будьте немножечко, не то что помягче. Я не говорю, что вам нужно как-то прогибаться под, допустим, неадекватного какого-то босса. Нет. Но действительно может мешать какая-то ваша вот черствость, какая-то ваша, если у вас есть манера там саркастических шуток, вот это может мешать. Так, что еще мешает росту дохода? Ну, знаете, мне кажется, в принципе, ничего не мешает, кроме, опять же, помимо того, что вот звезда — это расстояние. Могут быть такие мысли: да, а когда это будет, а может вообще ничего не будет, а это просто там мои какие-то глупые мечты. Вот такое мышление убираем из своей головы. Знаете, включайте мага: хочу, могу, делаю.
Вот. И мы же понимаем, что своими мыслями мы творим нашу реальность. Если мы будем сидеть в подсознании и держать, что я тут неудачник, у меня ничего не получается, то ну о каких финансах, финансовом росте может быть речь? Вам даже, допустим, если кто-то, ну не то, что вам кто-то что-то предлагает, а, допустим, вы увидели вакансию, прочитали и сказали, да не, меня туда не возьмут. Ну так вас туда и не возьмут. Вот. Ну что еще? Давайте еще посмотрим, что мешает росту дохода. Что-то вы не слышите. Что-то вы не слышите. Может быть, к вам приходят, допустим, во сне какие-то подсказки, либо люди вокруг вас вам что-то пытаются донести, а вы их не слышите. Вот это вот тоже очень сильно мешает вашему росту дохода. Ваше собственное негативное мышление, ребят. Ну вот король мечей. Перестаньте себе в голове устраивать башню. Все у вас получится. Вот вам дали туз пентаклей. Не надо иногда очень сильно там что-то анализировать, но именно в негативном контексте. В свете того, что нам показали только что да, придет какая-то возможность, но там надо быть осторожным, все проверять. Да, аналитическое мышление включать нужно, но не надо негативить. Ну вот так. Ну что, давайте посмотрим, на что стоит обратить внимание. На что вам стоит обратить внимание прямо сейчас по плану финансов, в плане работы, доходов. На что сейчас стоит обратить внимание? На что сейчас стоит обратить внимание? На что сейчас стоит обратить... Карта высших сил. Сейчас. Это подсказка для кого-то, что высшие силы как бы сейчас за вами наблюдают. Вот. Обратите внимание на знаки от высших сил. Ну, смотрите, как это может проиграться. Вот такая вот подсказка. Допустим, вы идете на новое собеседование. Вдруг вы там утром на себя кофе пролили. Не знаю, либо там споткнулись, упали. Вот вы туда приходите, вы приходите на это собеседование, и опять же, вам предлагают 15-й аркан дьявола. Вам уже высшие силы дали знак чуть раньше, что... ну, будьте аккуратны, да, вот в таком плане, на что стоит обратить внимание, на знаки от высших сил. Не знаю, идете, допустим, опять же, я буду говорить на собеседование, и видите такую, допустим, знак, только вперед. Все, только вперед, значит, все у вас получится. Пожалуйста, обращайте вот это внимание на знаки от высших сил. На что стоит обратить внимание? На что стоит обратить внимание? Так, поддержка от семьи. Может быть, стоит обратить внимание, допустим, если у вас хорошие отношения, там, да даже, опять же, я не буду говорить, что все тут смотрят этот расклад, у кого отношения развалились. Посоветуйтесь со своей женщиной, допустим, со своей женой, которая вас всегда эмоционально поддерживала. Если у вас, скажем так, в отношениях не очень все равно есть кто-то в вашем окружении, скорее всего, ваш кровный родственник, да, которому прислушайтесь к советам. Так, на что стоит обратить внимание? На что стоит обратить внимание? На поиски нового. Да, у нас тут паж мечей. Он что-то ищет. Он хочет для себя прояснить эту информацию. Смотрите, у нас опять тут вот эта вот карта, где вам говорят, вы чего-то не слышите. Вот. Вам уже, может быть, не раз кто-то что-то пытался донести, вы отнекиваетесь. Так, а на что вам стоит обратить внимание? На десятку мечей. Знаете, хочу сказать так, не упираться рогом. Вот если понимаете, что что-то не идет, что вам дороги закрываются, зачем туда идти? Это опять же к возврату о том, что я только что говорила, подсказки от высших сил. Если путь закрывается, если очень много преград, какие-то сложные ситуации, значит, вы чего-то не слышите, вы чего-то не видите. Обратите на это внимание. Ну, зачем суваться туда, куда собака, допустим, свой нос не сует. Как-то такая поговорка есть. Да? Ну, вот на это обратите внимание. Также обратите внимание на свое эмоциональное состояние и здоровье.
Вот, у кого-то такая подсказка. Так, на что сейчас стоит обратить внимание? Да, вот именно тут, ребят, на свое здоровье обратите внимание. Я на здоровье не смотрю, но не люблю я это дело, короче, но вам тут вот такая подсказка идет. Не надо, если кто-то не в поиске работы, а уже впахивает, не доводите себя до такого состояния, что вы вечером пришли домой, вот домой, да, в десятку кубков, это все-таки наш дом, и вы в состоянии трупика, скажем так. Вот этого не стоит делать. Так, на что стоит обратить внимание? На что стоит обратить внимание? Движение. Смотрите, на развитие контактов, на совместную работу с партнерами, с сотрудниками. Не останавливайте свое развитие, идите дальше. Опять же, тут вот, может быть, ваш какой-нибудь сотрудник вам что-то там вот говорит, да, давай так, 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 вы такие, нет, я не хочу таким образом работать, вы их не слышите. А вам тут говорят, вам очень хорошо совместно работать в команде. Вот. А также обратить внимание на работу, где вы будете не один, а именно работать с другими людьми в команде. Ну, вот так вот. Ну, ладно, давайте еще теперь посмотрим, какие возможности уже появляются рядом, либо вот-вот появятся. Какие возможности уже появляются рядом, либо вот-вот появятся в вашем поле. Какие финансовые возможности уже появляются рядом, либо... Ой, ну, по справедливости вы выйдете в свою девятку пентаклей, ребят. Очень, давайте, дерзайте. Так, какие возможности уже появляются рядом? Какие финансовые возможности уже появляются рядом? Королева жезлов. Смотрите, переговоры, может быть, с какими-то сотрудницами женского пола, может быть, смотрите, вы что-то ищете. Какая возможность? Может прилететь какое-то известие от женщины именно. Вот. Так, что еще? Какие возможности появляются? Ну, тут идет развитие, тут идет движение. И какая-то женщина может принести в вашу жизнь хорошие новости. Ну, допустим, вы проходили, опять же, собеседование. Вот в скором очень времени может прийти ответ. Так, какие возможности уже появляются рядом? Ребята, смотрите, сразу две карты вытащила. Карта страшного суда и короля жезлов. Возможности двигаться дальше в своем карьерном росте. Помните, что я вам вот минут 5 объясняла про карту страшного суда? Высшие силы за вами наблюдают. Они дадут вам возможности, просто не пропускайте знаки, ищите эти знаки тоже. Я не говорю, конечно, там, ой, я не знаю, ручку уронил, все, это значит, что там ничего не получится. Нет. Когда мы слушаем свою интуицию, мы четко понимаем, какой знак нам идет. Так, какие возможности? Ну, возможность роста движения идет. Уже рядом. И высшие силы вам в этом помогут. Так. Знаете, какие возможности? Вот тут у нас идет рыцарь пентаклей и пятерка мечей, да? Ну, я бы сказала, что это даже не возможности, а наконец-то вы выходите из болота. Вы говорите, все, я готов идти к своим целям любой ценой. Я ставлю себе планы, и я буду их добиваться. Я больше не буду тормозить свой процесс. Ну вот, да, хорошо. Какие еще возможности? Ребят, да любые. Паш Пентакли — это у нас ученик. Это, в принципе, вот любая сфера, но возможность, во-первых, возможность даже какое-то, кому актуально, получить образование, закончить образование, может быть, получить какие-то новые знания в вашей сфере. Вот. И возможности того, что вы будете этих целей добиваться. По пятерке мечей я не люблю эту карту в личных раскладах, потому что это, ну, в личных раскладах это показывает человека, который действительно идет по головам. Но в бизнесе иногда нам приходится отстаивать себя и свои решения. Только, пожалуйста, сильно не увлекайтесь, чтобы, знаете, достичь каких-то таких целей, а потом понимаете, что вам это уже не интересно.
Но какие возможности, что наконец-то вот все сдвинется с места, потому что Паж Пентакли, Рыцарь Пентакли это медленные карты, а у вас все-таки идет движение. Так, ну что еще спросить, что-нибудь нет? Давайте посмотрим, как может измениться ваша ситуация с деньгами, с финансами в ближайшее время, и на этом буду расклад заканчивать. Как может измениться ситуация с вашими финансами в ближайшее время? Покажите мне, пожалуйста, как может измениться финансовая ситуация тех, кто смотрит этот расклад в ближайшее время. Тут либо что-то хорошее, либо какие-то предупреждения. Давайте смотреть. Так, как может... Ага, тут пятерка пентаклей, король мечей. Как может измениться в ближайшее... Ох, все, ребят, на этом мы расклад заканчиваем. Вот ваш туз пентаклей вам. Я прям очень рада это видеть. Смотрите, кто сейчас чувствовал огромную нехватку денег. Пятерка пентаклей, это у нас карта нищеты. Вы все-таки включаете вот этого стратега, вы принимаете какое-то решение правильное. Мы помним, мы смотрим на знаки от Вселенной, да, от высших сил. Мы прислушиваемся к каким-то людям, которые там нам шли по десятке кубков. Может быть, какие-то родственники. Но если, не дай бог, здесь у нас кто-то сирота, все равно в вашем окружении должны быть те люди, которые вас хоть как-то поддерживают, да, ну, не знаю. Но вы получаете туз пентаклей. Туз пентаклей – это дар небес. Вы выруливаете вашу ситуацию, у вас идет трансформация. Если раньше у вас была нищета, сейчас идет туз пентаклей. Да, там, ну, я не говорю, что прям там вы на улице где-то жили в картонной коробке, но могло не хватать денег. Тут идет трансформация из нехваток, из того, что вы могли как-то вот каждую копейку считать, то тут получаете дар небес. Вот, единственное, не пропустите, да, то, что, помните, я вам озвучивала, когда там шли большие деньги, но также соблазны. Пожалуйста, все хорошо, изучайте, включайте интуицию, включайте свою логику. Вот. Как-то так, ребят, я вас поздравляю. Оставляем вот этот вас туз пентаклей здесь. Блин, уже начала заговариваться. Давайте вам возьмем еще один небольшой совет или предупреждение. Можете загадать какой-то дополнительный вопрос. Я немножечко помолчу. У кого вопросов нету, смотрите подсказкой. Итак, я думаю, вы вопрос загадали. Дайте мне, пожалуйста, совет или предупреждение для тех, кто смотрел этот расклад. Ребят, пишите в комментариях, как вам вот такие вот темы. Я надеюсь, что зайдет, что, ну, в общем, пишите, что вы думаете. Итак, совет или предупреждение? Совет или предупреждение для тех, кто смотрел этот расклад. Что сегодня нам выдадут? Ребят, сегодня вам совет. Доведите начатое дело до конца. Ну что ж, если вы, опять же, планировали начать какое-то свое дело, поменять работу, как-то вылезти из того вот умеренности, того болота, что нам изначально показывали, вам и говорят, доведите начатое дело до конца. У вас идут перемены, причем перемены по тузу пентаклей. Это прям прекрасные перемены. На этом я, ребята, расклад заканчиваю. Как всегда, я желаю вам счастья. Я желаю вам настоящей любви. Не могу я эту фразу убрать, да? Я желаю вам финансового процветания, благополучия, чтобы у вас получались все ваши планы, чтобы вы реализовали все, что вы для себя хотите. На этом все. Я вас всех крепко обнимаю. Всех вам благ. С уважением, ваша Валентина.